Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков я снял видео о том, как в домашних условиях без специального оборудования и дорогих материалов изготовить миниатюрный пятизарядный арбалет пистолетного типа. Такое оружие отличается высокой надежностью, простотой, бесшумностью и дешевизной выстрела, поскольку арбалетные стрелы являются многоразовыми, в отличие от пуль. Отличительной особенностью этого образца является скорострельность. Смотрите далее, что понадобится для его изготовления и как я проводил работу. Это старая советская ножовка по дереву. Я ее купил за пару копеек на барахолке. В строительном супермаркете можно подобрать абсолютно любую ножовку по дереву. Самое главное, на что стоит обратить внимание, это деревянная рукоятка и прямое стальное полотно. Первое, что необходимо сделать, это срезать зубья на пиле, поскольку ими очень легко можно поранить руки. Подойдет также болгарка или электроточило. Если у вас нет воздухоочистителя, можно использовать обычный респиратор. Также на глаза одеты очки защитные. Срезать зубцы у меня получилось относительно ровно. Теперь необходимо подровнять поверхность. Я показываю самый простой способ на наждачной бумаге, хотя гораздо лучше получится на гриндере или электроточиле. На штангенциркуле я выставил половину ширины полотна. Это необходимо для нанесения разметки и дальнейшей точной порезки. Гладкая сторона ребра напильника служит мне шаблоном ровной линии. Задерживать на одном месте отрезной круг, особенно если вы режете болгаркой, нельзя, поскольку произойдет в этом месте перегрев стали и она будет отпущена, то есть она станет пластичной, а не упругой. Все косые места необходимо срезать таким образом, чтобы получилось две прямоугольные полоски стали, одна должна быть немного короче другой. Когда я зашлифовывал ребра, я также убрал острую закраину. Убирать ржавчину можно с помощью чистящих средств для санузлов, которые содержат в своем составе соляную кислоту. Финишная шлифовка придает эстетичный вид, но не является обязательной. Теперь я немного поработаю с рукояткой. Я поубираю те части, которые мешают ее удобному удержанию. В бормашинку я вставил рашпильную шарошку из углеродистой стали. Все эти операции можно произвести с помощью обычного рашпиля. Если нет его, то можно наклеить грубый наждак на кусочек стальной полосы и делать все это им. Округлые места очень удобно выбирать полукруглым рашпилем. Если его нету подходящего диаметра, то можно найти нужного диаметра трубу и на нее наклеить наждачную бумагу. И все получится. Рукоятка оказалась буковой, то есть это одна из твердых пород дерева. Я убираю старое лаковое покрытие для того, чтобы нанести новое, и все было эстетично. Если у вас она новая, то это делать, естественно, не обязательно. Для того, чтобы лак хорошо держался на поверхности, эту поверхность не нужно слишком тонко зашлифовывать. Зерно наждачка у меня стоит среднее. Абсолютно все операции шлифовки можно выполнять вручную. На электроинструмент ускоряет работу и делает ее более приятной. 142 мм это точный центр длинной пластины. Точная разметка помогает избежать длительных подгонок. В более раннем видео по изготовлению арбалета я демонстрировал, как можно сверлами с твердосплавной напайкой сверлить углеродистую сталь. Но это можно делать с помощью алмазных шарошек. Сферическое я сделал сквозное отверстие и конусное расширяю его. Диаметр отверстия, который мне нужно получить, 8 мм. Если вы не стремитесь к идеалу, то ею можно полностью рассверлить отверстие, но я буду использовать развертку. Она необходима для того, чтобы стенки отверстия были ровными, а не косыми. Это, конечно же, не обязательно. Концы плеч арбалетного лука я подрезаю для того, чтобы когда он расправляется во время выстрела, воздух не оказывал слишком сильного сопротивления. Это серьезно влияет на мощность, к тому же избыточная масса будет стремиться по инерции разорвать тросик. Работу с высокоскоростным режущим инструментом необходимо выполнять плавно и аккуратно. Алмазным надфилем очень удобно снимать острую закраину. Немного притачиваю концы для удобной посадки туда тросика. Небольшие углубления дадут отличную фиксацию. Это необходимо для удобства одевания петель на концах тетивы. С помощью 3-мм фрезы я выбираю в рукоятке будущий паз, в грубую, конечно. Для изготовления паза можно использовать долото и молоток. Получилось, конечно, грубовато, но сойдет.
Облагораживаю квадратным напильником, это не повредит. Алюминиевый профиль, купленный в строительном супермаркете, становится нормально. Обрезать конец можно было, конечно, и ножовкой по металлу, но бормашинкой гораздо быстрее и удобнее. Заглаживаю все неровности напильником. Если конец рукоятки плоский и ровный, то делать это не обязательно. У меня он немножко округлый. Теперь я сверлю глухое отверстие. Расширяю его с помощью шарошки, так, чтобы туда свободно могли вставиться две гаечки. Такая приточка нужна для того, чтобы гайки не вырвало из эпоксидки. Винт, на который были накручены гайки при склеивании, был вымазан вазелин, для того, чтобы его потом можно было выкрутить. Все щели я заклеил изолентой, алюминиевый профиль я приклеил в первую очередь. Загибаю тросель исключительно ради удобства дальнейшей работы. Максимально туго, виток к витку, наматываю толстую хлопчатобумажную нить. Получилось максимально надежно и аккуратно. Тросик хорошо подогрет, и эпоксидная смола впитывается отлично. Заглаживаю острую закраину, так чтобы при выстреле тросик не прорезался и не начал распускаться. Тросик одевается легко и непринужденно. Теперь закручиваем крепежный винтик. Для изготовления механизма натяжения тетивы я использовал толстую закаленную проволоку. Из нее я выгнул два длинных крючка. Подрезаю крючки до нужного мне размера. Алмазный кружок великолепно берет каленую сталь. В этом месте будет находиться площадка для механизма натяжения тетивы. Напильник оказался самым предпочтительным инструментом для выполнения этой работы. Гитинакс – это прочный пластик, в нем я прорезаю пазы для крючков. Площадку я приклеил на эпоксидку, с подогревом она схватывается очень быстро. Для изготовления рукоятки механизма натяжения тетивы я подобрал для себя 6-мм стеклотекстолит. Это сверхпрочный, термостойкий пластик. В эти отверстия будут вставлены прямые участки крючков и загнуты для хорошей фиксации. Благодаря эпоксидной смоле все теперь надежно. Шлифовка бормашинкой обеспечит аккуратный внешний вид. Подшлифовываю все таким образом, чтобы пальцами было максимально удобно тянуть за рукоятку. Лакирование и покраску я демонстрировать не стал, поскольку и без меня это умеет делать каждый. Арбалетик получается очень малогабаритный, особенно в сравнении с первой версией арбалетов. Теперь я изготовлю спусковой механизм. Начну я с рукоятки. Я просверлил 3 отверстия и объединил их в одну щель. Расширил все это дело с помощью шарошки. Для подравнивания идеально подошел надфиль. Вот что получилось в результате. Я не угадал, и щель у меня получилась слишком большой. Пришлось приклеить 2 кусочка миллиметрового стеклотекстолита по бокам. Подгоняю все это дело бормашинкой. Весь спусковой механизм будет изготовлен из стеклотекстолита. Отверстие для осей необходимо просверлить под углом 90 градусов. Заготовку будущего шептала я вложил в щель и сверлю. Это надо для совпадения осей. Разверткой разворачиваю отверстие до 3 мм. Это даст высокую точность, хотя можно и обойтись сверлом на 2,8 мм. Это шептало, о него будет зацепляться тетива. При таком сверлении оси внутри щели идеально совпадут. Если вам этот механизм покажется избыточно сложным, то вы всегда можете сделать такой же, как в первом видео о арбалете. Пружинка взята из клапана газовой зажигалки, и она взаимоотталкивает шептало от спускового крючка. Жмем на спуск, и шептало опускается. В качестве осей я буду использовать направляющий из DVD-дисководов.
В алюминиевый профиль я залил эпоксидную смолу. Когда она подстыла, вымазанный в вазелин полированный стержень я приложил сверху и оставил это до окончательного застывания. Потом я его отделил, и получилась направляющая. В старом арбалете ход тетивы 15 см, сила натяжения 13 кг. Болт пробил одну стенку и отскочил от другой. Теперь испытаем свежесозданный арбалет. Ход тетивы 9,5 см. Результат получился аналогичный. Стрела пробила одну стенку и отскочила от второй. С помощью кантера я решил проверить, какова сила натяжения. И она составляет 17 кг 200 грамм. Такая хорошая мощность получилась благодаря тому, что в новом арбалете ширина пластин на дугах гораздо больше, чем у старого арбалета. И это при том, что их всего две вместо трех. Натяжной механизм работает великолепно, натягивать очень удобно. И если приделать пружинку для поджима болта, то можно считать арбалет законченным. Но я вспомнил, что кто-то из подписчиков просил сделать многозарядный арбалет, потому я решил не останавливаться. Это 2-миллиметровый медированный стеклотекстолит. Используется он в радиоэлектронике. Из него я решил сделать магазин для стрел. Медную фольгу я содрал с помощью ножа и склеил все это дело эпоксидной смолой. Это очень простая конструкция. Ширина полости на полмиллиметра больше, чем диаметр болтов, потому они будут свободно в нем перемещаться. Держаться магазин будет не только на этом саморезе, но еще на двух саморезах, которые будут вкручены в пластины закрепления возле основания дуги. Несмотря на свою примитивность, эта конструкция будет очень надежной. Так выглядит готовая конструкция. Магазин я прокрасил и залакировал. Болты большей длины, чем предполагает в себе размещать магазин, всегда можно загружать вручную, а остальные стандартной длины болты поместить в шахту магазина. Теперь проверим, насколько все хорошо работает. С помощью бормашинки из ножовочного полотна я изготовил поджимную пружинку для магазина. Вот здесь должна проскальзывать тетива. Для ее изгибания я использовал спиртовку, хотя подойдет практически любая зажигалка. Вот так это все дело будет размещаться в магазине. Теперь каждый болт нужно заталкивать под пружинку.
Как тебе арбалетик? После того, как я установил на магазин поджимную пружинку, то болты перестали в нем подскакивать. Эту штуку теперь можно назвать безотказной. Сила натяжения тетивы в 17 кг, я считаю, просто роскошная для арбалета таких габаритов. В магазине размещается 5 стрел. Если произвести взведение тетивы, то в него можно догрузить еще одну стрелу. Таким образом, получается арбалет шестизарядным. Система натяжения тетивы получилась выше всяких похвал. Благодаря ей можно набрать очень высокий темп стрельбы. Вы все сами видели. Спасибо всем тем, кто просил сделать этот сюжет. Аппаратик получился просто шикарный. Всем рекомендую. Благодарю всех за внимание. Кто любит оружейную тему, не забудьте поставить палец вверх и поделиться видео. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Будет много интересного и полезного. Всем удачи!